этих слов есть свои функции, и они помогают нам строить предложения. Это видео будет как раз о таких словах. Может быть причина, то есть как часто их используют в речи благодаря YouTube. Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Есть в русском языке такие слова, у которых нет своего значения, но у этих слов есть свои функции, и они помогают нам строить предложения. Это видео будет как раз о таких словах, а точнее о предлогах. Предлоги указывают на отношения между словами. И я уверена, что вы знаете очень много предлогов. Например, в городе, на улице, о погоде, вокруг дома, через час, после обеда и так далее. Это все были слова с предлогами. И предлоги помогают нам связывать слова и добавлять какие-то значения к словам. Это у нас первое видео о предлогах, и в этом видео мы в общих чертах поговорим, какие бывают предлоги. Предлоги можно разделить по количеству употребления, то есть как часто их используют в речи. И здесь бывают предлоги, которые встречаются часто, даже очень часто, в, на, из, к, от, у, о, за и другие. Есть предлоги, которые встречаются не очень часто, но и не очень редко. До, перед, без, через, над, под, для, после, при и другие. А есть предлоги, которые мы употребляем редко, достаточно редко. Из-за, около, про, среди, вместо, вокруг, спустя, против, мимо, прежде и другие. Есть в русском языке и такие предлоги, которые употребляются прям очень-очень-очень редко. Например, из-за двери или из-под стола. Эти предлоги, да, мы употребляем уже не так часто, очень даже редко. Также мы можем разделить предлоги по значению. Предлоги изменения во времени. В, на, после, перед, через, во время, накануне и другие. Или предлоги выражения причины. Из-за, благодаря, от. А еще есть предлоги выражения цели для, за. Или предлоги выражения качества отношений. О, без, по, с, на, в. Или предлоги изменения в пространстве. Это как может быть исходная точка движения, от, из, с, также из-за, из-под, редкие предлоги. Предлоги направления движения, в, на, к, за, под, над и так далее. Или просто предлоги места действия. Посреди, около, у, через, напротив, перед, под, над, между и другие. А еще мы можем разделять предлоги по падежам. То есть почти в каждом падеже употребляются свои предлоги. Важное уточнение: почти в каждом падеже, потому что в именительном падеже нет никаких предлогов. В родительном падеже, когда мы говорим «где», у брата предлог «у». Или когда мы говорим «откуда», от друга. Или «когда», до урока. А может «почему», из-за болезни. А также «как», без меня и «зачем», для работы. В дательном падеже, dative case, где, по улице, куда или к кому, к маме, к дому, когда, по утрам, почему, благодаря YouTube. В винительном падеже, конечно, самые известные предлоги это куда.
поехать в город, пойти в магазин, пойти на стадион, но также когда в субботу, в понедельник, через урок, через час. В творительном падеже, конечно, в первую очередь это предлоги где? Под столом, надо мной, перед школой, за спиной. Также может быть когда, между уроками, перед встречей, может быть причина в связи с изменениями в расписании. А может быть и зачем пойти в магазин за хлебом. И в предложном падеже это, конечно же, предлоги где, когда, как. Где? На улице, в доме, когда? При Петре Первом, в январе. В общем, предлогов в русском языке очень много. И я настоятельно рекомендую вам, когда вы учите падежи русского языка, сразу учите их с предлогами. Смотрите на значение каждого падежа и какие предлоги в каком значении мы употребляем. Кстати, на канале есть плейлист с видео о русских падежах. В этих видео все значения русских падежей. А сегодня все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте общаться, дружить в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи!